Вот они, два друга. Друг без друга не могут они никак. Да, Тобик? Этот все за мной. Но он уже такого подрастает. Ему надо уже за хозяином идти. Бегать. Тобик нельзя. Нельзя, прокусишь бассейн. Все, пошли. Сюда. Бегом. Васька. Васька, взять. Ну-ка, возьми его. Бежит. Короче, ребята. В общем, ребята, добрый день всем. У нас в птичнике мало места. И птицы тесно. Реально тесно, смотрите. Сейчас вот половина гуляет на улице. А так, когда они здесь, они стараются спать и здесь сюда залазят, и в гнезда. А вот в гнездах это как раз и проблема главная. Я хочу здесь сделать сейчас проем. Вот здесь, если покажу, видите, сколько мусора, уже тоже убираться надо. Вот здесь я хочу сделать проем, чтобы они проходили сюда. И эта комната, это будет продолжение птичника. Вот, я кинул здесь вот такой вот уже брусок такой. Вот примерно ориентировочно здесь думаю сделать, ну как бы коридор получается. Здесь вот так вот заходим, зашли с улицы, и вот это коридор для, ну, для нас, для людей. Вот, а здесь будет птичка. Мне, конечно, надо будет еще окно здесь поменять, потому что это окно, видите, оно старинное, во-первых. Во-вторых, вот тут стекла такие вот, щели. Подшить потолок, потом утеплить его пенофолом. Потом сделать здесь заборчик. Калитка, заборчик и эти самые, как они называются, жерди, насест. Ну, задача сделать все максимально просто, потому что как бы нам зачем усложнять жизнь? Да уже и не хочется что-то такого прямо серьезного чего-то. Просто по-простому, чтобы курочки могли иметь больше места. Вот и все. В общем, друзья, этим сейчас хочу заняться. Санька, когда придет, мы снимем с ним вот эту длинную штуку. Она еще у меня из Германии. Видите, по-немецки еще написано. Магазина Хельвик. Это строительный магазин. Вот. В общем, этим займусь. Вот так во дворе вроде прибрался, но кое-что еще улетело это вчера от ветра. Получается, или ты работаешь, или ты строишь. А если ты строишь, то тебе некогда убираться в саду, ну и так далее. То есть вы знаете, да, всю эту систему. Вот такие у нас яблочки. Зимние, не падают. Еще пока такие очень твердые. Я думаю, что это зимние, потому что они у нас первый год. Видите, ни одного яблока не упало. Они крепко держатся еще. Ну а здесь вот видите, вот такие вот интересно у нас, просто интересно. В этом году белый налив, представляете себе? Еще кое-где висят. Вот, эти два друга помчались сюда играть. Любят бегать друг за другом. А досок для подшивки потолка у меня немного. У меня лишь только вот это есть, а здесь ну несколько досок. Только раз, два, 5, 6, 7. Но это ни о чем. То есть доски надо будет заказывать. Ну что ж, потолок у меня подшит досками. Полностью все закрыл. Здесь запенил кое-где. Были щели. Все это потом подрежется. Здесь тоже, видите, доска разной толщины. Все это закроется. Закроется это вот так. И будет смотреться вот такой вот одной плоскостью. На мой взгляд, симпатично. То же самое в сарае уже сделано. Здесь делается так же. Примерно вот так я отпилил 5 стропил, и к ним уже будут крепиться поперечины вот сюда. Сделал как можно ближе к стене, к этой
Сначала думал не делать, что сюда запрыгнут, но я не думаю, что они будут сюда запрыгивать, потому что будет достаточно низко. Ну, при желании можно, знаете, бешеные собаки 7 верст не крюк, могут и запрыгнуть. Вот, а здесь нужно будет сейчас мне поперечины отпилить по размеру. Их желательно немножко закруглить. Жаль, что у меня нет, как он назывался, верстак. Верстак, вот. Верстака нет, жалко. Такие вот у нас продвижения. В общем, установили с Сашкой дверь. Пока ее не запенивал, только вот точечно. Сейчас она подсохнет. И потом пропению полностью. Ну, потом будем все это обрезать. Вот. Здесь у нас такая калитка. Не стал ее делать в ту сторону, чтобы она открывалась, потому что куры, они будут толпиться. Это практика показывает. Они толпятся там обычно, ждут корма. И на них так вот их толкать, это не очень. Открыл, зашел, они все за тобой побежали. На днях хлопнула лампочка, здесь была лампа накала. Я заметил, что в сарае там такое происходило 2 раза, здесь вот 3-й раз. Почему такое происходит именно с лампами накала, я не знаю. Напишите, кто знает. Здесь уже я сделал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жердочек или жердей. Вот. Края немножко срезал рубанком. Там дополнительные такие штучки, как лестница. Не знаю, нужно не нужно это будет, но в общем. Она будет подниматься, так же, как и там, фиксироваться сверху. Сюда поднял, она вот сюда задвинется, жик, там дырочка. Просунул так болт, зафиксировал и все. Мне предстоит вот здесь сделать отверстие. Здесь я сделал такую вот щеколду, чтобы все это дело закрывалось. Здесь, конечно, проход теперь будет намного ниже. Вот смотрите, мой рост. Вот, видите, как дверь теперь низко будет. Ну, хотя и здесь тоже немногим лучше. Все сделано на маленького человека. Все низковато. Вход в баню у меня тоже такой же низкий, в принципе. Тоже здесь также низко. Вот такие вот дела, ребята. Да ну, нормально. Совсем здесь. А? Ну и все. Вот. Так, 1, 2, 3. Она просто это заметила. Под ней нельзя, там балка лежит, она может рухнуть. Пока столько не давится. Она съехала. Сверли ниже. Ниже. Смотри, я ниже делаю. Санек сверлит, шугает курей. Они очень возмущаются. Что такое, да? В нашем домике столько шума. Сейчас вам хорошо будет, потерпите. Итак, может пятак какой-то. Посмотрите. Да, они все равно утопчут всю грязь какая-то. Но все равно где, может, ниже. Ну, как выходишь, вот перед порогом вот тут можно. Пойдем. Перед порогом прямо тут можно положить. Так, наша задача сейчас забить 2 подпорочки. Одна подпорочка у нас будет покороче. Тащиться на молоток. Где-то вон там.
Здесь все полегче. Да, это подогнал я длину получше. Видишь, вот эти кирпичики, вот они, видишь, он чуть-чуть отходить начал. Он отойдет, потом вот эти чуть потрескаются. Много дальше не пойдет, но просто ну, зачем? Он будет провисать где-то потом. А так он все подперли. Все вообще. Ничего не надо. Не варить эти рамки какие-то, ничего не надо. Все, всякие проходят. Это уже намертво. Это было сильно ничего. Там мы работали прям серьезно. А здесь ну, такая работа. Не особо. Но тем не менее, все равно. Я тебе здесь начал с потолка помогать. Вот у нас там учебу, контрольный. Ничего это низкое. Ну да, тут потолки низкие. Хотя для сарая больше-то не надо. Но... Да. Надо ходить. Все. Сейчас сюда еще подсыпем. Тут буквально ведро. А ведро где это? Вот он. Пускай он съест. Ух ты! Смотри, я в этой куртке прям такой толстый стал. Честно, прям. Да, в той куртке, кстати, я тоньше был. Все, это есть. Давай, я включаю. Сейчас я. Ну да, можешь пока потихонечку. Ну я обрежу в приложении. Давай. Тип, давайте. Тип. Пока подожди, сейчас я скажу, когда. Да. Сейчас я наберу маленько. О, заходит одна. Заходит уже? Да. Снимаю. О, Васька уже залез. Вот это вот курица. Что такое? Что там новое, интересно, да? Смотри, полным битком я засыпал. Тип. Заходим. Вася. Давай. Ага. Давай. Сейчас резкие движения делай. О. Молодец. Все, сейчас остальные на тебя посмотрят. А дурной пример заразительный. В общем, пришлось мне принести им вкусняшки. Это они теперь забегают. Но все равно новое помещение пока новое. Они опасаются. Так осторожно заходят. Заглядывают. И даже кусочек хватает, так вот и убегает в старое помещение. Вот. Эти вот звуки, они привлекают других курочек, посмотрите. Когда они кушают, они издают особые звуки. Особенные звуки, которые привлекают следующих, других кур. Зерном их не заманить. Я насыпал зерна, зерно у них есть там, особо не едят. А вот это отходы со стола, остатки, это они любят. Но уже живее здесь как-то, да, обстановка. Уже поживее. Замануха сработала. Поставил я им вкусняшку, остатки со стола. И они, смотрите, какое оживление, они сюда идут, бегают, растаскивают эти куски. Те пока там внутри они не поймут, в чем дело. Еще это помещение для них новое. Я пробовал включить свет здесь и выключить там, но ничего не получилось. Они просто сели спать в том помещении, а сюда даже не пошли. Здесь было 2 курочки рыжих. И все, там у меня Васька гуляет, ему все так интересно. У нас это 3-й дом, и мы продолжаем делать ремонт, хотя живем уже здесь, сколько, 4-й год. Значит, это Наташина комната. Мы с нее вытащили некоторые вещи, и сегодня нам предстоит постелить ламинат. Наташа получила стипендию, купила себе ламинат и хочет, чтобы я его постелил. Здесь деревянные полы, полы зашпаклеванные, заляпаны краской. И, в общем-то, это все дело надо закрыть, чтобы было красиво. К тому же здесь нам предстоит сделать порожек, здесь паркет,
Здесь доска просто. Нам нужно сделать будет плавный переход. Еще один момент. Наша дверь низкая. Она сейчас нормально все как бы открывается. Здесь она у нас стукалась. Наташа приклеила листик. Надо будет сделать здесь такой стопор, чтобы дальше дверь не билась и не портила здесь потолок или стенку. Да, это стенка. Здесь вот такой зазор, там все плотно, и там опять зазор. Стена неровная. Если я положу еще кусочек, то там вообще уйдет на 2 сантиметра в сторону. То есть нам надо будет первый ряд положить максимально ровно. Это моя задача. Сейчас нужно будет вот здесь вот отпиливать по всей длине. Жалко, у меня нет станка. У меня есть простой лобзик, обычный лобзик и циркулярка. Больше у меня ничего нет. Будем работать этими инструментами, которые есть. Здесь вот такая подложка 3-миллиметровая. По ходу дела будем ее стелить. Да, включил я вот такой софтбокс мой для дополнительного освещения. Здесь можно включить свет. Друзья мои, мы сделали часть комнаты. Получается вот так вот. Шкаф переставили сюда. Сейчас нам предстоит здесь дальше постелить вот этот утеплитель, подложку эту, и укладывать. Нас уже раскритиковали в Телеграме. Такой красивый деревянный пол. Вот, и такой дурацкий ламинат. Я хочу вам показать. Я не помню, показывал, не показывал. В Телеграме я показал это, но почему-то не увидели. Вот, смотрите. Здесь простая, обычная шпаклевка. Вот она. Краска, шпаклевка. Опять шпаклевка. Вот шпаклевка. Здесь поцарапано. Здесь шпаклевка. Здесь вообще сучок какой-то и неровно это все лежит. Я вам скажу. Шпаклевка, шпаклевка, шпаклевка. Все сучки зашпаклеваны. Это черновой пол. Вот шпаклевка. Этот пол черновой, он некрасивый. Ощущение создается, но посмотрите сами, по сравнению с этим, вот он чистенький, создается впечатление, что здесь всегда грязь на полу. Поэтому мы решили постелить красивый ламинат. Чисто плотно жить, тяжело жить в грязи. Да, тяжело жить. Да, ощущение жизни в грязи, оно радости не приносит. Все, дверь откручена. Шкаф мы вдвоем двигали. Как мы вдвоем двигали? Я снял 3 дверцы. И вот этой тележкой мы его передвигали. В общем, ставить будем на место уже все вместе. Вот такие дела, ребята. Не показываю процесс, потому что я без верхнего. Без футболки, короче. Вот. Что там, пыль? А паутина пыли тяжелая, да? Ну да, это лучше убрать. Еще надо будет отковырять вот эту краску. Вот эту краску, Там да. еще лох написано. Там вообще на полу лох написано. Да. Вот, посмотрите. Ну, здесь жил пацан. Он, может быть, и писал это все. Здесь вот видите, вот написано лох. Так, в общем, не знаю, как вам. А нам, конечно, нравится вот этот вот красивый ламинат. Когда я стелил в спальне, нам то же самое писали. Тогда телеграмма не было. Писали на ютубе, что мы такой красивый пол. А там такой же красивый был. Что мы такой же красивый пол застилаем, закрываем, прячем всю натуральную красоту и делаем дурацкий пластиковый ламинат. И все испортили. На самом деле мы живем 4 года с ламинатом и пока не пожалели. А там лежал раньше ковролин, или как он называется в России? Тепих. В Германии, в Немеции он называется тепих. Вот такие дела, ребята. Какая погодка. Мухи проснулись, слушай, кошмар. 2 дня работы у нас, и сегодня я закончил укладку. Мы вместе с Наташей, правда, работали. Ламината. Тот пол, который был и который стал. Разница, конечно, есть. Тот пол был вообще очень некрасивый. Ну, черновой, понятно. Вот.
Теперь надо будет гардины переделать, но это надо их купить сначала. Тоже оторвалось, крючок оторвался. В общем, тут вот щели вот эти все, это все говорит о том, что уже отрывается, там ничего не держится. Но мы пока это все дело не шевелим. Единственное, что она их пока состернула, чтобы просто пыль смыть. Получилось так. Здесь у нас нужно сделать еще порожек, переход. Еще убираемся, еще пока только это самое. Еще, видите, вот в шкафу надо повесить двери на шкаф. Дверь я подрезал сейчас. Дверь не закрывалась. Сейчас все закрывается. Берем листики. Дверь закрывается замечательно. Снизу небольшой вот такой зазор. Все нормально. Все отлично. Предложил Наташе сделать там стопор для двери. Она говорит, там у нее будет стеллаж, так и так мешать ничему не будет. Ну ладно. А здесь было немножко покоцано уголок. Я вот так вот, ну она заклеила, в общем, предложил заклеить листиком. В общем, такие вот дела. Да, самое интересное, сейчас я покажу. Тут вот у нас место было. Но здесь самое интересное, самое сложное. Что это такое? В общем, вот здесь. Сначала я дошел просто до этой трубы. Вот здесь вот видите соединение. Просто дошел и здесь сначала думал поставить заглушку. Потому что эта труба, видите, как она неровно лежит. Она здесь низкая, там она высоко. Там она близко к стене. Здесь дальше от стены. И в итоге получилось, видите, вот что. Я потом отсюда начал, туда повел. А потом все-таки решил здесь сделать стык. Сделал все-таки стык. И видите, вот, ну вот так как-то. Ну хоть как-то я это дело обошел. Здесь мы поищем. Что предложите, кстати? Что вот здесь? Чем эти щели закрыть? Я думаю, может какая-то есть, не знаю, мастика или что-то такое, чем можно было бы замазать, придать форму. И потом бы оно подсохло. Или типа герметика замазать. Ну некрасиво, согласись, конечно. Это щели вот этим ламинатом. Видите, когда уже отопление есть, стелить ламинат, это, конечно, неправильно. Вначале стелится ламинат, делаются полы, потом делается отопление, но в нашем варианте, в нашем случае, это другой случай. В общем, такие дела. Сейчас мы продолжаем работать. Сейчас мне предстоит вот эту вот интересную своеобразную лампу, люстру повесить туда наверх. Но, судя по всему, здесь гипсокартон. А гипсокартон, как известно, люстры не держит. Вот, поэтому не знаю я. Или придется покупать специальные дюбеля специальные. Вот. Может быть, вполне может быть. Он сыпется. Пошевелил, посыпалось. Да, я занимаюсь люстрой. Наташа сейчас придет, будет укладывать вещи, все раскладывать. В общем, комната немножко преобразилась.